Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня подробный урок по обработке шелком, сатином или любой другой тонкой тканью трех разных заготовок. Это у меня шар, это у меня юла и это у меня сердечко. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня я покажу, как обрабатывать шелком или сатином три заготовки. Это будет целый шар, юла из двух половинок, также обрабатывается и шар из двух половинок, и сердечко из двух половинок. Объясню, где какая вешалка крепится и как. Для вешалки я использую ленту 3 мм, и у меня это 21 сантиметр. Складываю красивой петелькой и одеваю в колпачок. Колпачок у меня 10 мм высота и также 10 мм диаметр колпачка. И завязываю узелок. Вот таким образом я обрабатываю все три вешалки. Но для круглого шара мы будем использовать вот такую вот железную вешалку. И что мы с ней делаем? Мы берем эту вешалку, одеваем в колпачок и засовываем в шар. Вот таким образом. Ой, извините. Случается. Еще раз, дубль номер 2. Вот таким образом. Пока что не вытаскиваем ее, чтобы у нас ножки прошли вовнутрь. Вот, и теперь можно вытащить. Если мы обрабатываем шар как на 4 части, вот как у меня, то вешалку мы вот здесь подклеиваем под 45 градусов вот от этой склейки. Иначе у нас просто получится, вешалка будет криво. Если мы обрабатываем, и у нас декор вот здесь, то, конечно же, ровно. И теперь я отодвигаю чуть-чуть колпачок, и туда я клею. И теперь колпачок отпускаю. Слежу за тем, чтобы он у меня был под 45 градусов. С круглым шаром мы разобрались. Берем заготовку юла. Берем часть, которой нету вот этого вот припуска. И подклеиваем вешалку. Я просто наношу клей и подклеиваю вот так узелок вовнутрь. И даю закрепиться. Также мы поступаем на сердечки. На такой же заготовке, у которой нет припуска. Если мы приклеим там, где припуск, то нам будет трудно ее закрыть. Теперь снова берем заготовку, на которой у нас вешалка, и вот сюда, в этот внутренний припуск, мы наносим клей. И склеиваем две заготовки. Вот таким образом. Также поступаем и с сердечком. И даем закрепиться. Вешалку на юле мы также закрепляем под 45 градусов, так как у меня декор будет на 4 части разделен. Вот таким образом. На сердечке мы ничего не подклеиваем, оставляем как есть. И начнем с шара. Для того, чтобы завязать наверху, я беру простую нитку и складываю в 3-4 раза. Теперь беру шар, укладываю на середину ткани. Это у меня шар 8 сантиметров, отрезок 30 на 30. Придерживаю верхушку пальцем и складываю вот такие, делаю складочки с одной стороны
другой стороны. Теперь перехватываю рукой, делаю вот здесь несколько складочек, беру нитку, оставляю небольшой отрезок нитки и сильно-сильно затягиваю и завязываю. Делаю 2 узелка. Как вы видите, шар у нас такой некрасивый. Сейчас нам надо все складочки обработать. И мы вот так аккуратно, сантиметр за сантиметром, проходим и все затягиваем. Все складки мы выравниваем. По мере того, как мы будем все это выравнивать, нить здесь будет ослабевать. Затем нам надо будет еще раз прокрутить все и уже окончательно проработать. И вот что у нас получилось. Снова мы берем, вот у нас один край нитки, и еще раз сильнее вот так все утягиваем и делаем узелок, а лучше 2. Нитку я отрежу, мне уже не надо будет. И теперь окончательно вот все вот эти складочки, которые у меня тут торчат, вот утягиваю. Видите, как все хорошо и красиво ложится. И так прохожу каждый сантиметр ткани. Некоторые пишут, что у них не получается. Не получается, потому что вы, например, берете вот здесь, а следующий отрезок вот здесь вы тянете. Нет, надо вот так каждый сантиметр пройти. И тогда у вас все получится. И так обрабатываем заготовку несколько раз. И когда результат вас устраивает, все лишнее нам надо обрезать. Но здесь надо следить за тем, чтобы случайно не отрезать вешалку, иначе вся ваша работа на смарку. Большие отрезки я откладываю, а вот все вот это надо подрезать для начала, все самое такое крупное. Затем я беру маленькие ножницы и подрезаю вот так вот горизонтально. Делаю платформу. Здесь тоже следите за тем, чтобы случайно не отрезать вешалку. Сначала я все сверху, а теперь переворачиваю вот так ножницы и прохожу все вот это боковинки. По чуть-чуть все подрезаю. И у нас получается красивая ровная верхушка. Затем я беру зажигалку и нижней частью огня все запаиваю. И у нас получается такая красивая верхняя платформа. Вот что у нас получилось. И прежде чем приступить к следующей заготовке, всегда очищаем стол. Иначе, если попадет какая-то крошка под ткань, потом надо будет просто все это снимать и по новой делать. Сейчас берем юлу. Поступаем точно так же. Укладываем юлу. Здесь немного сложнее, так как юла такая вытянутая, но все можно сделать. И также складываю, делаю вот такие складочки. С одной стороны и с другой стороны. Перехватываю, укладываю здесь, беру нитку и также сильно все утягиваю. Вот вы видели, что в шаре я использовала вот эту железную вешалку. Здесь мне не надо. Из 2 половинок только использую колпачок. И вот вы видите, какая получилась юла. Сейчас будем ее, все эти складочки прорабатывать. И также начинаю, если мне попалась вот такая большая складочка, я ее вот так раздвигаю и утягиваю, чтобы все вот эти складки были на верхней части. Нижняя часть, чтобы была ровная. Видите, здесь ничего у нас не должно быть. И вот так все обрабатываю.
каждый сантиметр. И по мере обработки верхняя нить у меня ослабевает. Снова я беру вот этот маленькую свой отрезок нитки, держу и перетягиваю более большим. Еще сильнее. И снова завязываю узелок, закрепляю. Нитку сразу отрезаю, она мне не нужна. И теперь окончательно мне надо все затянуть. Вот вы видите, как все у меня расправляется. Все вот эти складочки, они должны быть на верхней части, и все вот так проработано. Это у меня сатин, он немного грубее, чем шелк. С шелком эти складки ложатся просто вот совсем-совсем ровненько. И так прорабатываю несколько раз. И когда результат меня устраивает, снова я все лишнее подрезаю. Как я уже говорила, большие отрезки я сохраняю, мне потом они нужны для другой работы. И поступаю точно так же, как и с шаром. Подрезаю сначала наверху все, следим за вешалкой, и затем боковинки. Режем по чуть-чуть несколько раз, не так, что один раз кацанули и все у нас разошлось. Беру зажигалку и все обрабатываю, запаиваю, чтобы ничего не распустилось. Так, зажигалка, вот. И продолжаю работу. И вот моя юла также обработана. Откладываю. Что мы делаем с сердечком? Я также беру ткань. Так, сейчас уберу вот это в сторону. Со стола все крошки убираем. Укладываю. Так, отодвигаю вешалку. Укладываю сердечко. Вот тут у меня впадина, и складываю с одной стороны складки и с другой стороны складки. Перехватываю и со второй стороны. Вот таким образом. И перехватываю полностью. Беру нитку, придерживаю. Здесь очень важно, колпачка нету, поэтому держим вот так туго и затягиваем. Затягиваем как можно ближе к самой заготовке. Затянули. И завязываем. Делаем узелок. Теперь смотрим, где у нас вешалка. Вот наша вешалка. И вот здесь у нас там вот этот маленький колпачок, который от самой заготовки. Что мы теперь делаем? Теперь нам надо добраться до этого колпачка. Вот по этим сторонам мы вот так все оттягиваем. Вот он тут виднеется. Я вот так прикладываю палец и начинаю обрабатывать. Вот я чувствую пальцем здесь вот этот колпачок. И нам надо все затянуть вот в эту впадинку. Так, все. И все складочки также обработать. Вот мой, видите, тут вот оно. И теперь со второй стороны. Как я уже говорила, сатин немного жестче, чем шелк. Если вы начинаете работу, лучше, конечно, начинать с шелка. И вот так немного сейчас все уберу, чтобы дотянуться до вот этой пемпочки. Вот здесь уже видно, я добралась до нее. Вот она.
И теперь вот так полностью все укладываю с одной стороны. Когда уложила, оттягиваю ее. Беру клей и вот туда. Так, сейчас, секунду. Вот туда мне надо клея. Нанесла клей. Так, где мой пинцет? И теперь даю закрепиться. Одну сторону я подклеила, и теперь также я поступаю со второй стороны. Прорабатываю все складочки, чтобы у нас все вот так вот ровненько лежало. Отодвигаю с этой стороны и туда клей. И даю закрепиться. По необходимости еще раз делаю несколько оборотов. Хотя у меня уже и так все просто идеально легло. Делаю узелок и отрезаю все лишнее. Сначала нитку, а затем лишнюю ткань. Также следим, чтобы не отрезать вешалку. И здесь очень аккуратно сначала срезаем все в верхней части. Все самое крупное. Теперь берем маленькие ножницы и аккуратно наводим прическу. Понемногу все отрезаем. Здесь очень важно по чуть-чуть все, чтобы у нас ничего случайно не случилось. И сейчас посмотрим. С шелком я одевала вот этот колпачок. Если у нас будет слишком много ткани и не получится одеть, то будем колпачок снимать. Беру зажигалку и также все обрабатываю. Следим за вешалкой, следим за остальной тканью. Скорее всего, здесь придется колпачок снять. Сейчас посмотрим. И вот так по чуть-чуть все приводим в порядок. Вот таким образом. И когда мы все прижгем, у нас уже никуда ничего не убежит. И вот получается такая красивая верхушка. Так как сатин у меня чуть толще, то колпачок, он вроде бы и садится, но не совсем ровно. Я колпачок сниму и сейчас покажу, как сделать обработку без колпачка. Я беру ленту, это у меня 5 миллиметров, и вот тут на середине подклеиваю ленту, подклеиваю ее ровно и даю закрепиться. Затем смазываю клеем боковинки, держу пальцем и утягиваю. Вот, сажу ленту, чтобы она у нас не слишком выпирала как бы наверх, чтобы была почти на одном уровне. На этой стороне также ровно сажу ленту. Придерживаю пальцем, наношу клей на боковинки, утягиваю ленту вот так вовнутрь. И вот здесь снова подклеиваю ленту ровно. Вот, и вы видите, как я хорошо утянула вверх. Так, сейчас
Сейчас, наверное, еще чуть-чуть боковинку утяну. И на этой стороне подрежу. У нас получается красивая ровная верхушка. Так, лишнее я подрежу и ровно подклею. И вот у нас даже без колпачка получилась красивая верхушка. Сегодня я вам показала 3 разные формы, как обработать шелком или сатином, или другой тонкой тканью. Объяснила, где нужна вот эта железная вешалка, а где не нужна. И при дальнейшей обработке у вас получатся вот такие красивые заготовки. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.